Ребятки, всем привет! Вы на канале «Существует способ». С вами снова Миша и Лена. И мы находимся в Австралии. Мы долго думали, записывать или не записывать видео, но все-таки решили, что да, мы сделаем. Но это будет просто нарезка из наших приключений. Может быть, какие-то лайфхаки. Ну и в целом маршруты, которые мы здесь будем изучать, мы вам покажем в простом формате. И сейчас мы находимся в городке под названием Денджборо. Наша задача в ближайшие 4 дня изучить побережье 70 километров, и займет это, наверное, 4 дня пути. Все очень рекомендуют это побережье, говорят, что его обязательно нужно пройти, вот прям с рюкзаками, понаслаждаться видами. Ну и, собственно, проверим и покажем вам. Да, по факту мы здесь уже находимся 5-й день, но, честно говоря, мы пытались вообще понять, что к чему, и до этого даже не снимали видео, поэтому мы расскажем не только, что увидим на маршруте, но и также отметим и поделимся тем, что удалось узнать за первые 5 дней нахождения в Австралии. В общем-то, Денджборо — это такой курортный городок, куда съезжаются люди с окрестностей, чтобы отдохнуть семьями. И смотрите, какая интересная штука здесь есть. Дома, которые на выходные вы можете снять в аренду, полюбоваться чистой красивой водичкой и погулять по национальному парку. Вот. И, собственно, все побережье, оно заполнено вот такими домиками. При всем этом есть альтернативная версия того, как вы можете отдохнуть. В Австралии мега популярны кемперы, или так называемые дома на колесах. Они тут встречаются чуть ли не в каждом дворе, можно увидеть вот этот прям трак на колесах. И вот как раз мы сейчас вам показывали дом, который можно снять на выходные, вот он с той стороны находится. А сзади ребята просто приехали на то же самое побережье, но остановились на своем кемпере. Естественно, все мы с вами знаем стереотипы о том, что Австралия — это небезопасно, что там каждое второе существо пытается тебя съесть. Нам уже развеяли этот миф. Если соблюдать все правила, то никто тебя не тронет. И то же самое касается и плавания в океане. Специально предусмотрены зоны для того, чтобы можно было прийти, освежиться, поплавать. Собственно, зоны эти выглядят таким образом. Это какой-то участок воды, прибрежные зоны, огражденные сеткой специальной с желтыми поплавками. И, в общем-то, через эту сетку не могут проплыть акулы и прочие гады, которые могут вас ужалить, укусить. Вот еще интересный момент, что австралийцы увековечивают своих друзей, своих родственников на вот таких вот памятных табличках, которые располагаются на скамейках в общественных зонах, в парках, набережных и прочих территориях, куда люди приходят отдыхать. Ну и вот, собственно, что касается хищников и опасных животных в Австралии. Смотрите, есть даже таблички, на которых указывается период активности акул. Вот, пока здесь, видимо, пишут дату, когда видели акулу, какой тип, какой размер и время, когда ее видели. Да, ребят, здесь даже есть сайт, на котором можно отслеживать активность акул. Называется sharksmart.com. Ну, значит, что еще интересного, на входе в национальный парк вам предлагают, даже советуют, очистить свою обувь перед входом. Мы, собственно, 5-й день находимся в Австралии, и у нас возникал вопрос, почему мы не видим кенгуру на каждом шагу. Оказывается, надо было просто выждать паузу, и вот спустя 5 дней мы впервые увидели в дикой природе настоящих кенгуру. Смотри, как он классно туда пополз в кусты. Тут их было целых 3 штуки сейчас. Они немножко подразбежались, но кадрики мы приложим. И это, конечно, очень удивительно. Не похоже вообще ни на одно другое живое существо. Ребята, мы идем уже 2-й день. Я сниму шляпу, чтобы меня было хорошо видно. И это невероятной красоты тропа. Прям пейзаж сменяется один за другим. Повсюду куча животных, которые в рассыпную просто от тебя убегают. Но это, конечно, удивительно.
Первое, что может броситься в глаза, когда приезжаешь в Австралию, это то, что здесь все ощущается как в HD качестве. Даже вот этот ролик мы можем сейчас цветокор никакой не накидывать, чтобы вы поняли, как здесь все выглядит. Но вот ты смотришь на воду, и она прям кристально чистая. Небо тоже чисто голубого цвета. И все это связано с тем, что австралийцы крайне экологично подходят к утилизации мусора, то есть здесь мало чего сжигается и воздух не загрязняется. Столь непривычно после Азии, где, ну, как правило, много мусоросжигающих заводов, народ просто берет и сжигает какие-то посевные, из-за этого качество воздуха становится никудышным. А здесь же такого нет, и можно просто любоваться всеми красотами без дымки, без вот этого смога. Одной из крутых фишек на австралийских побережьях является то, что на пляжах практически на всех будут специально отведенные душевые и туалеты, где вы, собственно, можете искупаться, помыться в пресной воде после купания в море. И этим на треке можно пользоваться. Искупался в море и затем просто ополоснулся в душе. Это совершенно бесплатно. Пойдем купаться? Да. Как водичка? Я думаю, она немного прохладная, но она очень красивая. Водичка красивая. Ну, ты как будто бы плаваешь в бассейне. Лена говорит, что свежо. Да, ребята, вода просто кристалл. Блин, я даже не могу вспомнить место, где мы хоть раз видели настолько прозрачную воду. Все, будем купаться. Ну, что сказать, ребята, побережье Австралии, особенно там, вот, где мы сейчас проходим, это что-то с чем-то. Здесь совершенно нет людей, что самое классное. Идти нам еще примерно 10 километров до нашей точки ночевки. Новый день, и мы отправляемся в 30 километров пути. Я надеюсь, мы с этим справимся. Мы позавтракали и поспали сегодня на берегу океана. Уже немножко... А мы уже с другой стороны? Мы уже с другой стороны, получается, небольшого полуострова. И вот мы вам рассказываем про огромную популярность домов на колесах. И в понимании австралийцев дома на колесах могут быть в прямом смысле. Ну, то есть прям дом. Вот, полноценный дом на колесах. То есть есть полноприводный внедорожник, и просто вы к нему цепаете то, в чем вам будет комфортно жить и перемещаться семьей. Но все-таки чаще встречаются классические варианты в виде микроавтобусов или таких прям полноценных автобусов, на которых перемещаются прям семьями вдоль побережья. И смотрите, как классно, можно приехать на специально отведенную парковку, поставить свой бусик, в нем прям приготовить покушать с таким шикарным видом. А если у вас есть сверху серф, прикреплен на багажник, и вы увлекаетесь этим, то можно сразу же смело вот так вот в океан.
Просто. Можно ее поставить можно. Не ругайся, уже все сделано. Так, доброе утро всем. Решили показать закулисье того, как мы ночуем, где мы ночуем. Вот, как мы вообще питаемся на треке. Вот мы вот, собственно, уже 4 дня или 5? 4 дня. 4 дня мы, можно сказать, ночуем только в палатке, готовим сами, ну и разведываем территорию вдоль побережья. Где-то пешком, где-то автостопом просто переезжаем между городками. Вот. И, собственно, ну вот одно из мест, где мы обосновались, это у нас, значит, парковая территория, и Лена сейчас нам приготовит кофеек здесь. Кофе у нас 3 в одном. Это на все, что нас хватило. А в эфире вообще полевая кухня. У нас есть вот сковородка. Это потрясающая микросковородка, купленная в Таиланде, которую мы с собой возим, но не используем пока что. Еще пока не довелось. Но она обязательно пригодится. А так вот, это наша горелочка и газ, кастрюлька незаменимая, в которой мы готовим абсолютно все. Кипятим воду, готовим... Что мы готовили? Пасту. Да, пасту, можно готовить пасту. каши. Каши и чечевицу. Супчик чечевичный, можно сказать. Да, вот. Все очень компактно и занимает вот этот вот пакетик. Ну, то есть 2 ладошки моих. Вся кухня. Угу. Со всеми ложками, вилками и прочим. Ну, плюс еда еще. Плюс еще еда сама. В общем-то, сейчас мы находимся в небольшом городке под названием Привелли. И где мы разместились? Мы, в принципе, могли разместиться на пляже, могли разместиться в кемпсайте, это где трейлерами приезжают и останавливаются семьями на машинах. Но у нас просто палатка. Поэтому мы решили просто пойти в заказник, куда люди обычно приходят выгулять собачек, либо погулять сами, побегать, просто провести время с семьей. Детская площадка вот здесь есть. Есть вот как раз-таки столики, за которыми можно посидеть, устроить пикник на свежем воздухе. И, собственно, да, здесь можно поставить. Даже вчера пришел дедушка, поздоровался с нами, пообщался, говорит, да ставьте палатку прямо тут. Вот, никто ничего не скажет. Но мы по технике безопасности как бы стараемся лишний раз не светиться, вот, и все-таки в стороночку немножко ставимся. И вот мы буквально в 20-30 метрах отсюда она стояла палатка вот за теми кустами на ровной площадке. Вот. Никто ночью тебя не беспокоит. Это очень безопасно, очень комфортно. Рядышком есть туалет с водой, со всем необходимым, с туалетной бумагой и прочим. Душ тут есть на каждом побережье, ребята. Прям вообще вот на каждом пляже, вот, куда приезжают люди купаться, либо серфить, везде есть душ. То есть это настолько максимально комфортная страна для того, чтобы путешествовать с рюкзаком. Вот. Еще не было ни одного дня, чтобы мы не помылись или не могли найти место, где поставиться на ночевку. Это просто вот так вот все решается. Вот. Сейчас за кадрами пройдусь, покажу вообще, что тут, как выглядит. Миша, а почему ты в куртке? Это же Австралия, тут же жара круглый год. Вчера было 35, наверное, градусов. Мы вообще просто никуда не шли. А сегодня, ну, по ощущениям, градусов, наверное, 20. Вот, да, пришел, видимо, какой-то циклон, немножечко нас подморозило, вот, но в целом ничего критичного. Я думаю, что через пару дней будет получше. Вот, кстати, дядечка уезжает, это обслуживание вот этой площадки. То есть здесь можно вот там вот в беседках приготовить барбекю, там специальные даже плиты стоят, там внизу баллон под столом, и прям ты приходишь и можешь прям... Ну, то есть не заморачиваться, даже плиту с собой не нести. Ты просто берешь и готовишь. Вот. И вот этот дядечка как раз-таки он приезжает и каждое утро убирает туалеты и вот эти вот обеденные зоны. Явление не супер частое, но тоже найти здесь можно по Австралии. Это зарядные станции, где вы можете просто вот в парке взять и зарядить свою технику. Телефон, пауэрбанк и прочее. Вот, собственно, мы пока готовим кофе, заряжаем наши девайсы. Чтобы вы не думали, что мы ходим только по побережью, что мы показываем вам только океан с красивыми берегами, мы отправляемся в пещеры. Да, в Западной Австралии очень много пещер, прям подземных тоннелей, ходов, которые
В том числе есть и связанные между собой, есть с подводными озерами. И вот как раз-таки одно из них мы сейчас будем исследовать. А в данной пещере будет озеро подводное. Как мы узнали гораздо ранее, пещера — это не всегда в привычном нашем понимании вот такой большой арочный вход, куда ты заходишь и в полный рост прогуливаешься. Часто пещера представляет собой небольшое отверстие, в которое нужно не то что на карачках заходить, а заползать. И, собственно, здесь предлагают ощутить себя первооткрывателем пещеры. Ну что же, делимся впечатлениями по посещению пещеры. Лена... Мне вообще очень сильно, не сильно, но понравилось. Потому что я никогда не была в пещерах таких больших. Мишу, конечно, это не впечатлило. Нет, ну там было красиво однозначно, но все познается в сравнении. И вот сейчас, конечно, вы скажете, что там это самое, катаешься по своим Австралиям. Я сейчас порекомендую очень близкий к России регион, точнее страну, республику Абхазию с ее Новоафонской пещерой. Хоть я и был там давно, но очень-очень красивое место, очень глубокая пещера. То есть по стоимости мы вроде бы и не говорили. $25 с экскурсией на человека. Да. В принципе, для Австралии это адекватная цена. Это вполне норм. Но да, но учитывайте то, что пещеры здесь встречаются очень часто. Вот, и как бы во все не обязательно заходить, можно выбрать просто несколько фаворитов себе и туда сходить. Вот. Но да, будьте готовы, если вы увидели что-то более масштабное, крупное, то... возможно, это вас не впечатлит. Да, впечатлит, но не сильно, как меня. После нашего путешествия вдоль побережья мы останавливаемся в городе под названием Агаста. Это совсем небольшой, можно сказать, такой провинциальный городок. Здесь мы, собственно, по какой причине останавливаемся? Мы здесь нашли волонтерство. Мы просто останавливаемся у семейной пары, помогаем им несколько часов по дому и взамен как бы получаем питание и бесплатное жилье, и возможность изучать локации вокруг, собственно, этого городка. Очень удобная штука, называется Helpix, либо Workaway.
много вариантов в разных странах, так что, ребят, пользуйтесь, берите на заметку, да. Почему именно это место? Да потому что оно мега популярно у туристов по той причине, что здесь сливаются воедино два океана. Это Южный и Индийский, вот именно вот здесь. Сейчас мы вам покажем место, где как бы считается, что проходит граница этих двух океанов. И, собственно, Брюс, у кого мы остановились, работает смотрителем маяка и проведет нам небольшую экскурсию и, собственно, покажет сам маяк, на котором он работает. Собственно, вот сейчас мы как раз-таки поднимемся на маяк, вид из которого считается одним из лучших видов на океан в мире, по версии National Geographic. За нами находится Южный океан, а вот здесь, со стороны Лены, находится Индийский океан. So this is the furthest you get away from the politics of America in the world is our Cumberland Rocks. Ну что же, поднимаемся на самый верх маяка. Хорошая тренировка. Тот, кто здесь работает, по-любому выполняет дневную норму шагов вверх-вниз. Len's above came from Chance Brothers, Birmingham, England. Can be seen over 40 kilometres out. Ну что, ребята, видимо, то, что National Geographic оценила это место, вероятно, по праву. Просто посмотрите на все это. Здесь соединяются как раз-таки два океана. Индийский и Южный. Просто вместе. Конечно, этого не видно, но это факт. Мы вам уже неоднократно рассказывали про то, что пользуемся такими сервисами, как Couchsurfing, для того, чтобы находить друзей в новых странах, в новых местах. Это очень классный сервис, мы его рекомендуем, но сейчас мы попробовали еще такую штуку, как Helpix. Это, можно сказать, работа по обмену, то есть вы находите хозяина, приезжаете к нему в гости и за пару часов в день какую-то выполняете работу по дому, может быть, по хозяйству, если у него есть там ферма, может, на ферме вы работаете. Вот. И в свою очередь он вам предоставляет жилье, предоставляет питание в каких-то случаях, и иногда экскурсии, как вот получилось у нас. Брюс, собственно, мужчина, который проводил нам сейчас экскурсию по маяку, он работает здесь уже порядка 20 лет. Вот, отлично знает свой край, и как раз таки, да, он просто нам подарил 2 билета на маяк, который находится посреди двух океанов. Вот это круто на самом деле. Можно использовать эти программы Helpix, Workaway для того, чтобы проводить какой-то культурный языковой обмен, чтобы узнавать что-то новое. Если вы находитесь в длительном путешествии, просто взять и остановиться, передохнуть немножко, попрактиковать свой язык. Спасибо большое Саре и Брюсу за то, что нас приняли. Вот, всем рекомендуем подобный опыт. В общем-то, мы вам рассказали про Helpix, то, что мы помогаем тут по дому, и решили все это наглядно показать, что мы здесь делаем. Вот. В данный момент мы вообще занимаемся тем, что готовим плов. Вы знаете нашу любовь к Центральной Азии и к ее кухне в частности.
Вот, и решили показать австралийцам, а что такое плов, они даже не знают. Посмотрим, что из этого выйдет. А так, в целом, собственно, да, есть дом. Ситуация какая? Мужчина с женщиной, сейчас его продают и переезжают, собственно, в другой город. И какую помощь мы оказываем, это вот пакуем все в коробке, все вещи, все это запаковываем, убираемся на участке. И, собственно, вот здесь и живем. Кушаем, вместе готовим. Можно еще рассказать про планировку домов австралийских. Она прям практически идентичная американской. Вот как мы фильмы смотрим, где есть частный домик, несколько входов и с большим пространством зала. Собственно, здесь то же самое. Здесь раз, два, три, четыре. 4 двери, которые наведут вовнутрь дома. Вот, есть небольшая пристройка, типа навеса, гаража, куда машину можно поставить. Есть сад на заднем дворе. После азиатских стран, где все тесно, очень компактно, здесь находиться очень комфортно, потому что практически все живут в частных домах. Курицы сразу сбежались, потому что думают, что я им принесла вкусняшку какую-нибудь. Это какие-нибудь овощи, фрукты. В один день наша работа заключалась в том, что мы облагораживали дорожку. То есть здесь было все... Здесь были заросли ежевики, вот она около забора растет. И все эти плиты уже были со временем спрятаны под землю. Что мы сделали? Мы убрали всю лишнюю растительность, все подвязали, выкопали эти бетонные плиты, поставили на место и подрезали вот эти вот кустики, это лаванда. В другой день Миша вот разобрал этот гараж, то есть тут было все, от садового инструмента до инструментов для машины и всего остального. Так выглядит дом снаружи, то есть это одноэтажное здание с 4 входами с улицы, 3 со двора, 1 с главного, и здесь там также небольшая пристройка. Собственно, культурный обмен у нас здесь проходит. Делимся рецептами, делимся советами, спрашиваем про страну, про ее обычаи. В общем-то, плов наш готов. Осталось только его положить. Yes. And they eat by hand. Yes, right. But usually they pick it up with bread, don't they? No, not necessarily. Rice dishes they eat by hand. The clue is in the stroganoff pot. What's the meat? Lamb. It's lamb, yeah. Okay. Сегодня нас Сара, женщина, у которой мы останавливаемся по Хелпиксу, привезла на Хэмилин-Бич. Это очень популярный пляж. Популярен он тем, что сюда приезжают с семьями отдыхать. Это очень красивое место, живописное. И здесь можно увидеть скатов огромных, которые могут быть в диаметре до 2 метров. И, что самое интересное, их здесь, как нам сказала Сара с Брюсом, их можно потрогать руками, прям погладить. Здесь есть скаты, которых можно гладить. Это вообще что? Да, и насколько же все-таки удивительно, что раньше уровень моря был гораздо выше. То есть, если вы смотреть вот на эти скалы высокие, а я нахожусь довольно-таки высоко, примерно метров 15. То есть океан, получается, был раньше на метров 15 выше. О чем свидетельствуют вот эти вот останки коралловых рифов. Вот эта известняковая порода, это, да, как раз-таки и есть кораллы.
Нет, друзья, все-таки нам удалось увидеть хотя бы одного. Смотрите. Смотрите, насколько он огромный. Ну это просто огроменная рыбина. Какие-то вообще просто детские эмоции такие. Обалдеть, сейчас попробую погладить его. Обалдеть. Лена здесь, смотри, смотри. О, какой он. Какой классный. Sarah, thank you so much. Yeah, that was amazing. Yeah. Сара и Брюс решили показать нам вообще все возможные варианты отдыха в их окрестностях. Поэтому Брюс организовывает нам плавание на каяках. Я? Приключения? А? Приключения? Приключения? Да. Прям как по Амазонке плывем, только в Австралии. Yeah, you swim faster than us. Yeah. Ну что, мы сегодня какие-то счастливчики. Нам удалось увидеть в реке дельфина. Я не знаю, будет ли тут видно, но может быть. Сейчас он покажется. Да, далеко, короче, уплыл. Но сам факт дельфина. Ребята, похоже, мы сейчас все-таки покажем вам дельфинов и увидим их вблизи. Потому что там идет стайка прямо на нас. Во, выскочил. Балдеж. Вон он, смотри. О! Он прям тут вообще рядом с Лерой. Вон еще один. Вот, пошел. Балдеж. Это была первая серия нашего путешествия по Австралии, поэтому подписывайтесь на канал и оценивайте видео. А если вдруг хотите больше интересных новостей, лайфхаков и событий из мира путешествий, то подписывайтесь на наши соцсети и телеграм-канал. Они закреплены в комментариях. До скорых встреч!